Доброго времени суток, мои дорогие подписчики и гости моего канала. С вами канал Энергия Таро. А это значит, что сегодня нас с вами ждет очередной расклад. Перед тем, как мы начнем, я прошу поддержать это видео лайком. Это очень помогает мне в развитии канала. Также, если вы еще не подписались, то предлагаю это сделать прямо сейчас. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на все мои социальные сети есть в описании под любым видео на канале. У меня также есть канал на Бусти. Это закрытый канал. Пожалуйста, переходите по QR-коду. И за подписку всего в 299 рублей в месяц вы сможете смотреть шок-контент, те расклады, которых нет и не будет здесь на YouTube-канале. Там все о том, кто такой на самом деле Владимир Владимирович Путин, когда наконец закончится война России и Украины, к чему готовят россиян, существовал ли на самом деле Иисус Христос и многое-многое другое. Заходите, будет интересно. Также у меня появился телеграм-чат, в котором мы общаемся с подписчиками, и именно вы можете стать тем самым подписчиком, который подскажет мне, какие расклады должны быть у меня на YouTube-канале и на канале на Бусти. А сегодня с нами карты Девиан Мун, Безумная Луна Патрика Валенса. И поговорим мы сегодня о Сергее Борисовиче Кузнецове. Сергей Борисович Кузнецов – советский и российский автор песен, музыкант, композитор и первый руководитель группы «Ласковый май». Именно он написал знаменитые хиты для этой группы, такие как «Розовый вечер», «Белые розы», «Седая ночь», «Тающий снег» и многие-многие другие, которые мы с вами поем до сих пор, хотя Юры уже нет в живых и самого Сергея тоже. Поговорим сегодня о таинственной смерти Кузнецова, которую диагностировали 7 ноября 2022 года. Умер он в собственном доме буквально через 5 месяцев после смерти Юрия Шатунова. Что произошло с Сергеем на самом деле, какие тайны группы «Ласковый май» он носил в себе долгие годы, и почему он ушел из группы и потом всю свою жизнь жалел об этом. Здравствуйте, карты! Для начала, перед тем, как задать все эти многочисленные вопросы, мы узнаем характеристику личности этого человека, узнаем, кем на самом деле был этот человек по характеру, да, каким его видел этот мир и Вселенная. Расскажите нам, пожалуйста, характеристику личности Сергея Борисовича Кузнецова. Покажите нам, пожалуйста, характеристику личности Сергея Борисовича Кузнецова. Характеристика личности Сергея Борисовича Кузнецова. Каким был этот человек на самом деле? Каким был Сергей Борисович Кузнецов? Четверка мечей. Что такое четверка мечей? Четверка мечей говорит нам о тревожном, депрессивном состоянии, о крайней степени депрессии, когда вот только в лёжку лежать и больше ничего не хочется. Да? Что это такое, если карты выпадают нам на характеристику личности? Всю жизнь человека дурачили, то есть оставляли в неведении, в дураках. Он что-то сочинял, он что-то открывал, он что-то делал, а у него это либо забирали и не отдавали, либо просто говорили, ну все, ты сделал, и уходи дальше, да, то есть, ну вот как-то так. Получается, он был максимально добродушным человеком. В то же время он был интровертом, да, максимально чувствительным глубоко в душе. У него очень хорошо работала рациональная сторона, да, и плохо работала интуиция. Интуиция здесь спит. Он не знал, кто его окружает, да, кто есть кто. Любой мог воткнуть ему нож в спину, любой мог стать предателем, потому что он первоначально слишком сильно доверял каждому, да, здесь девушка убитая лежит на поле боя, закопанная в земле практически, 3 меча воткнули в землю победители, да, те, кто убил эту девушку, а 4-й меч она забрала с собой в могилу. Девушка похоронила себя вместе со своим творчеством, посмотрите на розы, на лепестки роз, это творчество, да, я похоронила свое творчество вместе с собой. На мне шутовской наряд, потому что всю жизнь меня кто-то дурит, всю жизнь меня кто-то обманывает. Она сложила ручки и ножки, такое ощущение, что она действительно умерла. Но обратите внимание, что на редких волосиках остались огонечки надежды. Это огонечки надежды и огоньки идей, тех идей, что еще бурлят в голове у человека. Он был невероятно творческим человеком, он был невероятно действительно харизматичным, однако эта харизма, она была как-то внутри. Понимаете, она была сокрыта от глаз. Он был очень мягким, очень кротким человеком, да, возможно, даже интровертом, и всю жизнь его могли все обдурить, оставить в дураках. То есть вот буквально поманить конфеткой шоколадной, да, и он приходил, он что-то делал, он распинался, да, а потом ему говорили, ну все, пока-пока, да, до свидания, мы заберем это себе, мы заберем все лавры себе, понимаете? И с каждым годом его жизни, луна здесь растущая, это мнение о нем, мнение дурачка-простачка росло, понимаете, у тех людей, которые пытались загрести все его лавры себе. И так оно и было при жизни. Он похоронил свое творчество, похоронил себя. На самом деле, к концу жизни он был глубоко несчастным человеком, который
был в тревожно-депрессивном состоянии. Вот эта четверка мечей как раз говорит о депрессивном состоянии, депрессивном расстройстве личности, когда человек ничего не хочет, только в лёжку лежать. Меня все обманывали всю жизнь, меня всю жизнь все предавали. У меня, конечно, еще есть парочка идей, но я их оставлю при себе, потому что я уверен, что никто даже не захочет прийти ко мне после моей смерти. Понимаете, вот здесь такая действительно печальная карта, страдальческая карта человека, который всю жизнь надевал на себя маску, маску уверенности, маску улыбки какой-то, да, но глубоко в душе был несчастным человеком и никому не нужным человеком, которого все пытались обмануть и все пытались нагреть. Понимаете, вот такая вот характеристика личности. Причем он был невероятно добродушным, всегда старался помочь, прийти на помощь, услышать, да, человека, который нуждался, да, который был в беде. Следующий вопрос, который я бы хотела задать, тайны его личной жизни. Были ли дети, да, потому что официальная версия это то, что детей не было. А какой была на самом деле его личная жизнь? Давайте посмотрим. Какой на самом деле была личная жизнь Сергея Кузнецова? Покажите мне личную жизнь Сергея Кузнецова. Были ли какие-то тайны? Были ли действительно дети у Сергея Кузнецова? Покажите мне личную жизнь Сергея Кузнецова. Были ли какие-то тайны? Были ли дети в жизни Сергея Кузнецова? Личная жизнь Сергея Кузнецова. Так. Так, здесь говорится о том, что всей его личной жизнью было, наверное, творчество, понимаете, вот здесь об этом. И его семья, ну, я понимаю, что у него была жена, да, официальная, тут дело не в этом. Тут дело в том, что он действительно был зацикленным. Вот аддикция, да, состояние аддикции, когда мы зациклены на чем-то или на ком-то. Здесь зацикленность именно на профессии, понимаете, на сфере. Эта сфера профессиональная, это вся его жизнь, его стезя. И вот здесь троечка жезлов указывает нам о том, что он был сам беременен какой-то идеей. Вот несмотря на то, что он мужчина, здесь женщина беременная на карте ждет плодов своего труда, ждет, когда они наконец расцветут и дадут плоды. Она даже их охраняет сзади, понимаете? У нее сзади маска зверя. Не дай бог кто-то сзади подкрадется, не дай бог что-то сделает с ее детьми, она просто отгрызет голову, понимаете? И вот он был такой человек, на самом деле глубоко эмоционально он относился к своим детям, к каким-то своим деткам, которых он создал сам, понимаете? Вот здесь создал сам своих детей. Тут, знаете, наверное, говорится о том, что вот его воспитанники, да, Юрий Шатунов, кто у него еще был, да, назовите мне, пожалуйста, в комментариях, кто у него еще был воспитанником именно в музыкальных группах, потому что я знаю, что «Ласковый май» — это не единственная его группа. Вот здесь его дети, настоящих детей как таковых у него не было, да, но действительно его дети – это его семья, да, тех, кого он сам воспитал. Но случилось нечто непоправимое, потому что одного из его детей жестоко как-то наказали, жестоко как-то наказал император, наказал золотого бычка. Что такое золотой бычок? Вот у иллюминатов, у масонов даже, да, можете представить, что золотой бычок – это символ благосостояния, тот, кто приносит больше всего денег, понимаете? И есть такой император, который влиял на этого золотого бычка, скажем так, да? Возможно, это был тот же самый Юрий Шатунов. И самого дорогого ребенка в его жизни, ребенка в жизни Сергея Кузнецова отняли у него, понимаете, обманом забрали, вот карта обмана, пятерка мечей. Я тебя обманул, я тебе показал язык, я тебя обдурил и ушел с поля боя не проигранным и не побежденным, понимаете? Вот здесь вот некий император, который обманул Сергея Кузнецова, который забрал у него его детище, получается, и сгреб под свой скипетр, понимаете? И этот человек стал работать с ним, получается. Он потерял своего главного ребенка в своей жизни, да, главный ребенок, и перешел ему в десятку кубков. Десятка – это переход к новой жизни, да. И здесь девяточка у нас еще мечей. Девятка мечей говорит о том, что Сергей Кузнецов очень сильно боялся вот за своего воспитанника, потому что он был в лапах зверя, можно сказать, да, в лапах императора. Будучи в лапах императора, этот человек все время рисковал собой. Мы, скорее всего, говорим о Юрии Шатунове, простите.
Юрий Шатунов все время рисковал собой по семерочке мечей. Семерка мечей – это карты глотателя шпаг. Человек глотает шпагу в таком положении, в котором проглотить он ее не сможет. И шпага, несомненно, проткнет его насквозь. Однако он выполняет это на радость публике. Возможно, он не хотел работать с этим императором. Я про Юрия Шатунова уже говорю, да, теперь? Но, однако, был заключен какой-то договор. Этот император забрал Юрия у Сергея Кузнецова буквально из-под носа и обманул его. А Сергей Кузнецов считал Юрия Шатунова своей семьей. Одного из членов своей семьи, потому что воспитанников было много. И по девяточке мечей он очень сильно боялся за него. Личная жизнь его – это его профессия, его карьера, понимаете? Она была всем для него в этой жизни. И, наверное, это самая большая трагедия его, то, что у него отняли то, что было ему дорого и близко, то, что он сам создал, буквально воссоздал сам, да, с самого начала. Тут о какой-то такой личной жизни не идет речи. Возможно, были какие-то интрижки, да, но это ни о чем. Как на самом деле относился Сергей Кузнецов к Юрию Шатунову? Как на самом деле Сергей Кузнецов относился к своему воспитаннику Юрию Шатунову? Как на самом деле Сергей Кузнецов относился к Юрию Шатунову? Как на самом деле Сергей Кузнецов относился к Юрию Шатунову? Угу. Так. Здесь очень большой обман длиной в жизнь, понимаете? Отношение это было как к своему ребенку. И действительно он не хотел для Юрия ничего плохого. Я про Сергея, да, сейчас говорю. Но здесь обман длиной в жизнь, потому как здесь говорится о игре, в которую играют двое, а третий человек находится под столом, понимаете? И он всего лишь пешка, всего лишь паж Пентаклей, который получает небольшую денежку, в отличие от вот этого Иерофанта. Всего лишь паж Пентаклей на этом большом шахматном поле. Я говорю про Юрия Шатунова, да? Юрий Шатунов здесь оставался в неведении. Какое отношение было у Сергея Кузнецова к Юрию Шатунову? Хорошее было отношение, он всю жизнь жалел о своем поступке. Тут, понимаете как? Тут человек оставался в неведении, я имею в виду Юрия Шатунова, о том, что за кулисами, за его спиной происходят какие-то игры. По шестерочке Пентаклей здесь как его продали, понимаете? Продали в лапу Иерофанту, отдали, продали, пришлось отдать, понимаете? В лапы Иерофанту, а Иерофант это тот же самый Разин, да? Тот же самый Разин, который держал его вот так вот в кармашке, как марионетку. И Юрий Шатунов даже не знал изначально, даже не понял, то, что он является марионеткой Андрея Разина. Он был в неведении, он был всего лишь пажом в этой большой игре. И за его спиной договорились двое. Договорились двое о каких-то деньгах, а еще о чем-то. Да, не обязательно здесь деньги стоят. Здесь что-то такое случилось, где Сергей Кузнецов не мог отказать Андрею Разину в его требовании забрать Юрия Шатунова к себе. Понимаете, Андрей Разин как сгреб его в охапку. Иерофант сгреб в охапку себе Юрия Шатунова. И Сергею Кузнецову пришлось отдать, продать, не знаю, как это назвать правильно, да, называйте как хотите. Но Сергей Кузнецов всю жизнь знал, что он предал Юрия Шатунова в прямом смысле этого слова, как продал его Иерофанту. И то, что 13-й старший аркан смерть говорит о том, что как только Юрий Шатунов окажется ненужным, как только Юрий Шатунов из пажа Пентаклей вырастет в большого мужчину и станет неинтересен публике, как только, возможно, паж Пентаклей прекратит играть в игру Иерофанта, то наступит смерть, понимаете? Смерть еще может наступить тогда, когда появится кто-то новый за место Юрия Шатунова. Обратите внимание, что смерть здесь беременна. И она старого своего ребенка просто пытается задавить, втоптать его в землю. Так вот здесь как раз Сергей Кузнецов всю свою жизнь скрывал и знал то, что Юрию Шатунову будет очень плохо
Возможно, его даже убьют. И если появится какой-то новый, более талантливый артист, понимаете, вот о чем здесь речь. И здесь отношение Сергея Кузнецова к Юрию Шатунову хорошее, да, теплое, как к своему сыну. Однако ему пришлось почему-то, не за деньги продать его пришлось, нет, ни в коем случае. Ему пришлось когда отдать, вручить Разину Юрия Шатунова, понимаете, чтобы он дальше с ним работал, чтобы он был его марионеткой, был у него в кармане. Вот такая вот непростая какая-то история. Почему? Четвертый вопрос. Почему ушел Сергей Кузнецов из «Ласкового мая»? Почему Сергей Кузнецов ушел из созданной им группы «Ласковый май»? Почему? Почему Сергей Кузнецов ушел из созданной им группы «Ласковый май»? Так. Так. Опять это смерть, да? Угу. Потому что он им оказался не нужен, да, они как-то сманипулировали, как-то забрали, то ли как-то забрали права у него, да, оставили его в дураках. Здесь человека оставляют в дураках, здесь человек сам показывает на свою голову и говорит: вот дурак я, вот я влип вообще, вот я что-то создала, мое детище, оно не развивается, да, не развивается вместе со мной. То есть я не развиваю свое собственное созданное детище. Здесь туз жезлов говорит о незаконченных начинаниях, о начинаниях, не заканчивающихся успехом. Здесь женщина родила ребенка, он вышел из утробы, однако он все еще находится в гороховом стручке. Понимаете? Это начинание, не заканчивающееся успехом. Он всю жизнь там создавал какую-то деятельность творческую, да, что-то открывал постоянно, да, но у него почему-то это постоянно отнимали, забирали по рыцарю жезлов. Рыцарь жезлов — это забрать, отнять, сманипулировать, как-то обмануть, да. Им как-то сманипулировали, оставили его как-то в дураках, то ли у него как-то забрали это, да, то ли как-то он принял неверное решение в пользу того или того, нужно было сделать выбор, да, по двоечке пентаклей. И он был всего лишь мелкой сошкой во всей этой огромной игре. Понимаете, он принес им что-то новое. Им это кому? Андрею Разину, да, кто там еще был с Андреем Разиным тогда? Он как раз, познакомившись с Андреем Разиным, он принес им что-то новое, это группу «Ласковый май». Он им принес что-то новое, а они его затоптали. Они как-то с ним нехорошо поступили, сманипулировали как-то, сделали что-то, да, такое, после чего они отняли у него эту группу, да, ему пришлось уйти, его оставили в дураках, его оставили мелкой сошкой во всей этой игре. И еще был какой-то непростой выбор. И выбор он сделал в пользу одного, в пользу чего выбор делать не нужно было. И он всю жизнь потом жалел об этом. Я про Сергея Кузнецова имею в виду. И здесь как раз отвечая на вопрос, почему ушел из созданной им группы «Ласковый май», потому что его оставили в дураках. Он им принес что-то новое, начинания какие-то новые, да, которые сам закончить не смог, потому что у него их отняли, да, он не ушел сам из группы, его убрали, так сказать. Но что-то он там не то подписал или что-то не то выбрал, после чего ему сказали: давай, до свидания, как-то сманипулировали им, как-то схитрили, понимаете, карта мага. Как-то выставили все в таком свете, что он должен уйти. Он действительно ушел из группы, после чего он всю жизнь жалел. Какой была главная тайна, которую Сергей Кузнецов хранил при жизни? И потом мы зададим вопрос, как раз от чего умер Сергей Кузнецов. Наконец мы узнаем, да? Какой была главная тайна, которую Сергей Кузнецов хранил при жизни? Какой была главная тайна, какой была главная тайна, которую Сергей Кузнецов хранил при жизни? Какой была главная тайна, которую Сергей Кузнецов хранил при жизни?
Одни мечи, да? Мечи, жезлы. Сейчас я расскажу. Тут, знаете, говорится о том, что всю свою жизнь он защищался от кого-то. Да, здесь рыцарь мечей. Рыцарь мечей защищается он от тех людей, кто по десятке мечей изменил его жизнь, но не в лучшую сторону. Десятка мечей – это загнать себя в угол. Ты сам себя загнал в угол, и тебя кто-то предал, да? Тебя кто-то предал, в тебя кто-то воткнул мечи, ножи, хотя у тебя был шанс проявить себя в этом мире. Как будто бы несколько человек, карта буллинга, да, пятерочка жезлов, как будто несколько человек загнали его в этот угол, и он сам себя загнал в этот угол, понимаете? И вот он от этих людей всю свою жизнь защищался. В стойке смирно, да, туз мечей – это человек, которого обидели. Эмоциональной стороной к нам повернут. На нем, кстати, терновый куст, да, на голове, как отсылка к мученику Иисусу Христу. И он держит свой меч наготове. Только подойди, я тебе как дам. Только подойди, я тебе как дам. 2 карты защиты. 2 карты нападения на кого-то, на тех людей, кто когда-то напал на него. Понимаете, он всю жизнь защищался от нескольких человек. Понимаете, вот он защищается, 2 нападают, 1 наблюдает. Цветочек на горе – это его защита. Но до цветочка еще нужно дотянуться. Понимаете? И вот кто-то поставил его в такое положение в его жизни, что либо они его загнали в угол, либо он сам себя загнал в угол, получил десятка мечей. У него получилась новая жизнь совершенно, но новая жизнь в роли кого? В роли какого-то изгоя, да? По 9-му старшему аркану отшельник. Он чувствовал себя изгоем. Он был в каком-то депрессивном состоянии, возможно, много пил даже, да? По отшельнику проходят люди, которые впадают в тревожно-депрессивные расстройства, начинают пить, начинают загоняться как-то, да, по какой-то теме. И вот эти люди как-то сломали ему жизнь. Главная его тайна – это то, что эти люди всю жизнь ему угрожали. Понимаете, он слишком много знал. Он боялся, что его убьют, и все время был на страже. Они как будто как над ним издевались, понимаете? Их издевательству не было предела. Они, на самом деле, может быть, играли с ним как кот с мышкой, понимаете? Не хотели его убивать, но издевались, что, мол, если вот что-то ты там расскажешь, то мы тебя, зная то, что мы везде тебя можем подсторожить, да, и убить, если вдруг что. И он всю жизнь боялся, он всю жизнь как в темнице. Не трогайте меня, не смотрите на меня, да. Я абсолютно голый, абсолютно лысый, я уязвим перед этим миром и перед вами. Вот это его такая главная тайна. Но потом ему стало все равно. Как ни странно, к концу жизни по 4 кубков такое ощущение, что ему стало плевать. Там, плевать, расскажу все как есть. Плевать, я вам сейчас еще расскажу, как вот они меня, да, и как они меня, и как они еще кого-то там, да. Тут еще эта карта может говорить о том, что эти люди, которые угрожали ему, они издевались над кем-то еще. И Кузнецов об этом знал, понимаете? И всю свою жизнь не рассказывал, всю свою жизнь как-то защищался вот от этих людей. Вот это его самая, наверное, такая глубокая тайна, даже не тайна, а какая-то глубокая печаль в его жизни. И эти люди перевернули его жизнь на 180 градусов, и, к сожалению, ни к чему в этой жизни так и не пришел. Ему было очень одиноко, ему было очень больно, страшно. Он стоял на страже, а потом будь что будет, да, подумал. К концу своей жизни, вот когда он подумал, будь что будет, видимо, приняли какие-то меры вот эти люди, да, которые ему угрожали. Следующий вопрос. От чего умер Сергей Кузнецов? Ему кто-то помог уйти на тот свет? От чего все-таки умер Сергей Кузнецов? От чего умер Сергей Кузнецов? От чего умер Сергей Кузнецов? Ему кто-то помог уйти на тот свет? Карта выпала. От чего умер Сергей Кузнецов? Ему кто-то помог уйти на тот свет? Так. За ним следила какая-то женщина, которая была такой мелкой сошкой во всей этой игре. Но очень любила материалку или очень любит материалку, да, и ей все равно абсолютно, она не поступится ничем для того, чтобы получить денежку, да. Она будет плясать на честную публику, как вот эта цыганка.
отплясывать. Здесь карта цыганки говорит о том, что пока она пляшет, пока она показывает свой красивый танец живота для знатного народа, она может и по кошелькам пошарить, да, спокойно. Это карта мошенничества, карта хитрости цыганки. Не зря она здесь действительно как цыганка одета. И она следила какое-то время до того, как констатировали смерть, да, Сергея, за ним. Ей было приказано следить за какую-то денежку, за какую-то сумму денег. Эта женщина повернута на материалке, возможно, 7-го знака зодиака. Женщина здесь наступила на своего собственного ребенка, потому что ей плевать на всех, кроме себя. Ей нужны материальные блага. Или блага, называйте как хотите. От чего умер Сергей Кузнецов? Ему кто-то помог уйти, да, ему помогла уйти женщина, которая мимикрировала. Сейчас я вам объясню, дорогие мои. Из-за нее случилась башня, да, но потом мы знаем, как, от чего умер Сергей Кузнецов. Здесь, сейчас, секундочку, пожалуйста, друзья. Сейчас мы зададим еще более точный вопрос картам, потому что здесь мне карты показывают, кто совершил убийство. По поводу от чего умер, сейчас мы еще раз спросим, потому что здесь тут как что-то с головой, да, как будто сейчас, секундочку. Здесь королева Пентаклей у нас, которая следила за Сергеем Кузнецовым за несколько дней до смерти. Либо какой-то большой продолжительный промежуток времени, да, здесь прям была какая-то слежка. Что он делает, что он любит, там, я не знаю, куда он ходит, да. И делала она это за денежку. Как я уже сказала, материалка этой женщине-мошеннице очень важна. И она притворялась либо другом, либо хорошей какой-то действительно подругой, да, для Сергея. Здесь карта мимикрии, карта притворства. Человек мимикрирует под рыбу для того, чтобы рыбка поняла то, что она подумала, то, что она действительно нравится этому пажу кубков, да. И здесь произошла башня. Здесь вот 2 раза мне показали на голову. Что-то произошло с головой. Здесь что-то сделала, тут даже 2-й раз задавать вопрос не нужно, от чего умер, что-то в голове, да, случилось. То ли как вот что-то отключилось в голове, или как дали по голове, понимаете? Вот здесь вот такое. Сейчас мы еще раз зададим вопрос, но здесь что-то с головой. Что-то случилось с головой. Помогла уйти какая-то женщина, которую, естественно, подкупили. Эта женщина не была инициатором, она была лишь организатором этого всего. Все-таки от чего умер Сергей Кузнецов? Вот как на голову мне показали несколько раз. От чего умер Сергей Кузнецов? От чего умер Сергей Кузнецов? Кто помог ему уйти? Это понятно, что какая-то женщина, которую подкупили, которой очень важна материалка, которая притворялась его другом, да, другом или подругой, или кем бы то ни было по жизни. Кому он доверял? От чего все-таки умер Сергей Кузнецов? Женщина опять это, да? Ну, выпить что-то, да, дали? Угу. Какой-то напиток, от которого был зависим, да? То ли он пил, что ли, много, да? Сергей как-то к концу жизни. Тут показано, как будто вот зависимость какая-то, вот он выпьет, ему хорошо, он растворяется в пространстве. Почему голова была показана мне? Наверное, потому что он в подсознании много думал об этом. Такое ощущение, как будто к концу жизни он любил выпить, извините меня, да? И женщина, королева жезлов, та же самая королева Пентаклей, любящая материалку, королева жезлов. Почему? Потому что, возможно, она либо бесстрашная дура, как здесь показано, да, такая амазонка. Однако рациональной стороной к нам повернута, думает в угоду себе, да, и готова была организовать это убийство во что бы то ни стало, и притворилась его лучшим другом действительно, и как будто бы выпила с ним, да, в этот день. Либо она полная дура какая-то, либо она... Ну, здесь еще знак зодиака огненный показан, да, такая огненная женщина. Такая как-то жестикулирует, как-то вот что-то вот у нее много связей, она много с кем знакома, как-то такая сексуальная достаточно женщина была, да, для Сергея, по крайней мере. Такой хороший друг, как будто бы соратник и так далее. Ну, как будто бы вот они в этот день выпили, да. Тут выпивка показана. Король кубков. Человек не очень хороший, а вместе с дьяволом, 15-м старшим арканом, это выпить
я не знаю, как выпить какой-то смертельный напиток, понимаете? А она была его музой, действительно, она была его музой, он как будто бы ее боготворил, как будто бы ее очень любил, да, здесь 7 кубков. Человек действительно, ну, пил много, да, я про Сергея говорю к концу жизни, возможно, отчаялся, да, это была его зависимость, 15-й старший аркан аддикция, зависимость к выпивке. Он когда выпивал, вот почему мне голову показали, он полностью уходил из головы и окунался в свое тело. Он был в какой-то прострации, он уходил от мыслей, уходил от тревог. Он чувствовал себя каким-то победителем по рыцарю жезлов, понимаете? Он чувствовал себя человеком. Тогда, когда вот он чуть-чуть вот заливался, да, извините за выражение. И вот они с ней как будто бы выпили. Что-то вот почему голову показали, говорю еще раз. Потому что ему нужно было выпить, чтобы отключить свое подсознание. А его как будто бы отравили. Вот здесь это идет, да, по кубкам, любил выпить, отравили, уходил в бессознательное пространство, когда выпьет. И ему нужно было выпить с человеком, которому он доверял, какой-то женщине. Эту женщину подкупили. Понимаете, вот о чем речь здесь. А вот давайте сейчас такой вопрос зададим. Причастен ли каким-то образом Сергей Кузнецов к смерти Юрия Шатунова? Знал ли Сергей Кузнецов о отравлении, которое планируют для Юрия Шатунова? Знал ли Сергей Кузнецов о том, что Юрия Шатунова убьют? Знал ли Сергей Кузнецов о том, что Юрия Шатунова уберут? Причастен ли каким-то образом Сергей Кузнецов к смерти Юрия Шатунова? Он знал о договоре, да, о темном договоре, он знал о том, что человека отравят, о том, что он попадется, да, в этот день. Да, он знал. Он знал. Но посмотрим, причастен ли он. То, что он знал, понятно. Король Пентаклей. Где черная, где белая. Тут говорится о том, что он не причастен, но он знал то, что его отравят. Понимаете? И он пытался намекнуть Юрию, карта рефлексии, переливать из пустого в порожнее, постоянно думать о чем-то или говорить о чем-то. Он пытался поговорить с Юрием об этом. Он пытался ему как-то намекнуть, пытался как-то сказать ему, понимаете? Пытался как-то сказать ему про короля Пентаклей. Король Пентаклей – это человек либо земного, либо огненного знака зодиака. Такой, знаете, человек, не поскупившийся ничем, да? Человек полный эгоист, которому, как и королеве Пентаклей, нужна только материалка. И вот он пытался ему сказать: Юра, очнись, посмотри, что черное, а что белое, да? Где ты видишь черное, где ты видишь белое. Не будь таким наивным. Обрати внимание вот на это. Постоянно пытался с ним заговорить на эту тему. Пытался заговорить с ним на тему о том, что если он не уйдет от этого человека, он останется вот таким вот, да, останется инвалидом. Моральным инвалидом, физическим инвалидом, не знаю, да, о чем конкретно они говорили, но он перед смертью Юры знал, что его отравят. Он знал об этом, но он не думал, что его убьют. Он думал, что его оставят вот в таком вот овощном состоянии, для того, чтобы его вот в таком полумертвом состоянии снова к себе привязать. Я говорю про Разина, да? То, что Юрий уже не хотел с ним сотрудничать. И Юрия надо было к себе как-то привязать каким-то образом. Но Юрий не понимал до конца, где черное, где белое. Он знал, что Разин тот еще тип, но не думал, что он дойдет до такого. И Сергей пытался с ним перед смертью Юрия, поговорить об этом. Сказать то, что он его использует. Постоянно с ним пытался заговорить, сказать о том, что он будет вот в таком вот плачевном состоянии. Что он может уже сам построить свою карьеру, что он уже достаточно вырос, чтобы отделиться вот от этого живота матери, так сказать, да, от этого Разина. Но Юрий такое ощущение, что его либо не слушал, либо не верил ему, да. Не совсем понимал, где черное, где белое. Может быть, даже отшучивался как-то. Вот здесь вот об этом. Да, он знал, но не причастен никаким образом к этому. Он причастен лишь к тому, что, наверное, на протяжении всей своей жизни он что-то скрывал от Юрия, врал каким-то образом ему, да. Но это тоже не говорит о том, что он плохой человек. Где сейчас находится душа Сергея Кузнецова? Буквально по 3 картам. Где сейчас находится душа Сергея Кузнецова? Где сейчас находится душа Сергея Кузнецова?
упокоена она, не упокоена сейчас? Где сейчас находится? Карта выпала. Опять десяточка мечей, да, опять загнали меня в угол. Выпустите меня отсюда. У меня вроде началась новая жизнь, но я в повешенном состоянии. Состояние объективности, состояние жертвенности. Я между этим и тем миром. Между параллельным и между миром живых и между миром мертвых. Я пытаюсь выйти из этого угла, но мне не дают мечи. Потому как я нахожусь в повешенном состоянии, я еще долго буду висеть, потому что я невинно убиенный человек. Очень тяжело сейчас в душе Сергея, она не может выбраться, не может выпутаться из каких-то тисков, да? Одни мечи и повешены посерединке. Состояние жертвы, но в этом состоянии жертвы он был всю жизнь. Он прекрасно знал, к чему он идет. Будет ли наказание для убийц Сергея Кузнецова? Последний вопрос. Будет ли наказание для убийц Сергея Кузнецова? Будет ли наказание для убийц? Будет ли наказание для убийц Сергея Кузнецова? Будет ли наказание для убийц Сергея Кузнецова? Так интересно. Те же карты выпали, да, обман. Опять эта женщина, да, мелкий игрок, который следил за ним, да. Я хочу сказать, что будет наказание для всех троих, кто все это учинил, скажем так, да, над человеком. Для всех троих, кто обманул, кто отравил. А для этой женщины, которая следила за Сергеем. Для всех троих будет наказание. Но здесь говорится о том, что наказание будет не в этой жизни, а в следующей, к сожалению, да. О том, что здесь им в этой жизни все сходит с рук. И даже тухлая рыбина, которая держит их в своем рту, не может утянуть их на дно. Понимаете? Тут вот об этом речь. Это наказание о том, что... говорится о том, что, вернее, что наказание будет в следующей жизни. В той жизни, когда они уйдут на дно, да, когда они попадут там в ад, я не знаю, да, кто во что верит. Для тех людей, которые обманули, которые предали, которые следили, которые все это совершили. Наказание есть в любом случае за грехи для каждого из нас. Возможно, в этой жизни, возможно, в следующей. Это был расклад на Сергея Борисовича Кузнецова. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы. Жду ваших комментариев, жду ваших лайков. А я вас очень люблю и до новых встреч.